Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу все про нашу подготовку к экзамену на ОСКИ. Как обычно, здесь в самом начале расскажу про наши баллы. В этот раз этот экзамен сдали мы оба с первого раза, и Андрей, и я, и оба набрали больше 600 баллов. Готовились мы к этому экзамену 2,5 месяца, поэтому, друзья, смотрите это видео и можете смело брать такую схему подготовки, по которой готовились мы, потому что мы оба сдали с первого раза этот экзамен. А про другой экзамен, который нужен для поступления в резидентуру MCQ Part 1, я уже снимала отдельно 3 видео, можете посмотреть на моем канале. Я там тоже рассказывала про подготовку и про свои 10 ошибок и про день экзамена. Итак, начнем, пожалуй, с того, что же вообще оценивают на этом экзамене на ОСКИ. Это экзамен, который сдают только International Medical Graduates, то есть только те, кто заканчивал медицинскую школу вне Канады. Нужен этот экзамен преимущественно для поступления в резидентуру, то есть без этого экзамена International Medical Graduate не могут подавать документы в резидентуру. Но также еще в некоторые провинции на лицензию Clinical Assistant можно подаваться с этим экзаменом. Но изначально он нужен был только для резидентуры, и оценивает он, соответственно, вашу готовность к обучению в резидентуре. Здесь сразу уточню, что всю информацию про этот экзамен я беру с сайта MCC. Вот здесь этот сайт я вам показываю. Кратко здесь расскажу про сам экзамен. Этот экзамен состоит из нескольких станций, и этот формат экзамена немножечко напоминает мне аккредитацию, которую я сдавала на 6-м курсе университета и после выпуска из ординатуры в России. Итак, всего там будет 12 станций. 2 станции из этих 12 будут пилотные станции, которые не будут учитываться в общей оценке. Но вы не будете знать, какие из 12 станций пилотные. Поэтому показать себя надо хорошо на всех. К этим 12 станциям еще прибавляйте 3 станции ожидания. Это те станции, где вы просто сидите и ждете отведенное вам время, то есть 11 минут. И вот с учетом этого всего получается, что на экзамен выделяется примерно 5-6 часов. Здесь сейчас я показываю темы, которые включены в станциях. Это медицина, хирургия, педиатрия, акушерство, гинекология, психиатрия, профилактика болезней и общественное здоровье. Что же оценивает экзаменатор на каждой из станций? Перейдите и прочитайте на сайте MCC, потому что это очень важно. Это поможет вам понять, что от вас хотят, для того, чтобы правильно подготовиться к этому экзамену. Умение собирать историю болезни, умение ставить диагноз и дифференциальный диагноз, лечение, то есть фармакотерапия, наблюдение и так далее, коммуникативные навыки, то есть как вы общаетесь с пациентом, все ли объясняете пациенту, также соблюдение конфиденциальности тоже важно. Не используете ли жаргон при общении с пациентом, как вы проводите физический осмотр, как назначаете исследования, лабораторные, например. И последнее – это интерпретация информации о пациенте. Как видите, очень много аспектов оценивают на каждой станции. Итак, самая основная тема – ресурсы, которые мы ими пользовались при подготовке к этому экзамену. И это не реклама, я сразу скажу. Самое основное, чем мы пользовались, это Geekymedics. Это сайт, я вот вам сейчас показываю его на экране. Я, честно говоря, готова петь оды этой кладези знаний. Заслуга того, что мы сдали этот экзамен с первого раза оба и на довольно хороший балл, 95% это то, что вся информация структурирована, собрана на этом сайте. Да, сразу хочу обратить ваше внимание, что этот сайт больше заточен под британский аналог экзамена на ОСКИ, поэтому есть там британские особенности, но тем не менее это очень полезный сайт. Мы на этом сайте основывали всю свою подготовку. И опять-таки, если есть какие-либо отличия, эти отличия не так сложно загуглить. Например, мы вот когда готовились по историям болезней, там было что-то про алкоголь. Естественно, промилле, которые должны быть в крови у человека, они разные для каждой страны. Конечно же, мы гуглили канадские критерии и не запоминали британские критерии. Базовая информация, она же не сильно отличается, поэтому
Вот основной скелет в своей подготовке можно базировать на этом сайте. Помимо этого сайта мы еще пользовались бесплатной версией Toronto OSCE, но я бы порекомендовала вот именно бесплатную версию Toronto OSCE использовать ближе к концу вашей подготовки. По каждой системе органов просматривать, что вы не забываете спрашивать, а что забываете, потому что там прям вот по пунктам все расписано. Но расписано не так подробно, как на сайте Geekymedics. На этот экзамен мы начали подготовку в июне 2025 года, а именно прям 1 июня. За несколько месяцев до этого мы оплатили и забронировали себе этот экзамен, еще не готовясь. В целом подумали, что 16 мая мы, получается, сдали MCCQ Part 1, решили дать себе буквально пару недель для того, чтобы отдохнуть после этого первого экзамена. И с 1 июня начали подготовку к NAC OSCE. И запланировали его сдачу на сессию, которая происходит в сентябре, то есть 20-21 сентября. Мы подумали, что в целом 3,5 месяцев нам хватит для того, чтобы подготовиться спокойно к этому экзамену, при том, что у нас еще остались, так сказать, знания, которыми мы пользовались при подготовке к MCCQ Part 1. Но затем, неожиданно для себя, мы почему-то весь июль, то есть ровно месяц, потратили на подготовку к IELTS Academic, который как бы тоже надо сдать для резидентуры, но почему именно в середине подготовки к НАКу мы это сделали, я до сих пор не могу для себя это объяснить, поэтому у нас весь месяц выпал из-за того, что и я, и Андрей готовились к IELTS Academic. И получилось так, что мы готовились к НАКу 2,5 месяца. Получается, весь июнь, весь август и половину сентября. И, конечно же, из-за того, что мы месяц потеряли на IELTS, у нас в сентябре и в августе подготовка была более такой сумбурной. Мы очень старались больше тем читать за день, больше репетировать, больше практиковаться. И это было более напряженно, чем та подготовка, которую мы себе организовали в июне. Начали мы подготовку с того, что начали изучать, как правильно собирать историю болезни. И, собственно, весь июнь практически мы провели за изучением вот сбора истории болезни. Потому что есть некоторые особенности, их довольно много, которые отличаются между сбором, допустим, канадской истории болезни или британской, соответственно, с сайта Geekymedics, от российской истории болезни. Потом мы, получается, переключились на английский, что я вообще не советую никому делать, вообще не надо месяц своей подготовки выкидывать. После английского мы уже сумбурно начали читать параллельно несколько тем подряд. Получается, мы начали с экстренной части, ABCD, осмотр, вот это все начали изучать. И параллельно этому читали еще интерпретации исследований. Далее пошел физический осмотр, консультации и вот такие вот остаточные темы. Это мы уже в конце августа, в начале сентября вообще читали. Потом мы очень постарались, чтобы за неделю до экзамена у нас было, так сказать, повторение всех тем. Здесь уточню еще по поводу введения документации. Значит, на сайте Geekymedics есть отдельный раздел ведение документации, если я не ошибаюсь, выписывание рецептов, ну, в общем, что-то такое. Мы решили, что мы не будем читать это с сайта Geekymedics, потому что британские и канадские особенности различные, и мы вообще эту тему на сайте Geekymedics не трогали, для того, чтобы потом не переучивать. Хочу немножечко разобрать с вами именно сайт Geekymedics и как мы подходили к его изучению. Вот на этом сайте есть разбивка по аспектам медицинского осмотра, сбор истории болезни, интерпретация анализов, объективный осмотр и так далее. И внутри этих аспектов дополнительно еще разбито по системам органов. Например, сбор анамнеза при болях в животе, объективный осмотр при заболеваниях легких и так далее. В основном мы пользовались разделами гайды и станции. Раздел гайды — это материалы для изучения, тоже все разбито на подтемы. Пожалуйста, вот как правильно собирать историю болезни по болям в животе, например. Тут есть также видео. Я рекомендую, кстати, все видео, которые здесь есть на сайте Geekymedics, просматривать. Также у них есть YouTube-канал, тоже смотрите, там очень много полезной информации. Можно сразу смотреть не только, как человек собирает историю болезни, то есть доктор, как он себя ведет, как отвечает на вопросы пациента, как проявляет эмпатию,
эмпатию. То есть это все тоже очень важно, и это все тоже оценивается. И в разделе станций тоже все разбито по темам. И в каждой теме много кейсов. В каждом кейсе есть инструкция экзаменуемого, то есть пример того, что у вас будет написано перед входом на станцию. Также есть скрипт пациента, по которому пациент будет отвечать вам на ваши вопросы. И обратите внимание, что некоторые ответы пациент может вам говорить только если вы напрямую его спросите. Вот я помню, были вопросы, если у вас примесь крови в рвоте или там стуле, и это если вы напрямую зададите, человек вам ответит. Так что обратите на это внимание, и это очень важные детали, которые нельзя упускать для того, чтобы на экзамене вы смогли правильно интерпретировать весь его анамнез. Также есть для вас специально, для экзаменуемого, чек-лист действий, которые можно прямо галочками отмечать, чтобы не забыть, для того, чтобы набрать максимальное количество баллов. Вот на примере сбора истории болезни по болям в животе, пожалуйста, давайте рассмотрим более подробно, что же представляет собой этот чек-лист. Видно, что он разбит на удобные подтемы. Все начинается с мытья рук, приветствия, подтверждения имени пациента, объяснение, что сейчас будет происходить, и согласие пациента. Следующий этап – это жалобы, с которыми пришел пациент. Далее мы идем по акрониму Сократис, который чаще всего используется в Гикимедикс на опрос по болям. Есть и другие акронимы тоже, например, Old Cards, но в целом они все спрашивают одно и то же, просто посмотрите, как вам удобнее запоминать. И что тут важно? Вот, например, ICE и краткий пересказ того, что успели собрать. Это вот надо не забыть, и это та отличительная особенность, которая есть в канадской истории болезни, нет, например, в российской истории болезни. Далее переходим к осмотру всех систем и органов, спрашиваем историю жизни, медикаменты, семейный анамнез, социальный анамнез и заканчиваем консультацию тем, что опять кратко пересказываем, что собрали за всю консультацию, моем руки, говорим спасибо и так далее. Также в инструкции экзаменатора есть вопросы. Это те вопросы, которые вам могут задать после каждой станции. Их может быть 1 или может быть 6. На разном кейсе разные вопросы, но тем не менее такие вопросы могут быть на экзамене. Соответственно, на каждую станцию есть свои вопросы и свои чек-листы, которые вы можете отмечать. Например, в исследованиях довольно четко написано, какие аспекты обязательно надо спросить, что прокомментировать. Довольно четкая инструкция есть, как правильно расшифровывать ЭКГ или как правильно расшифровывать любой рентгенологический снимок. В объективном осмотре там прямо прописывается, что надо посмотреть, то есть как правильно смотреть, например, склеры глаз при болях в животе. В общем, там все подробно расписано. Как же строилась сама наша подготовка? Я на примере сбора истории болезни по животу расскажу схему, с которой мы подходили к любой части экзамена. То есть у нас был одинаковый план и на осмотр, и на историю болезни, и на интерпретацию результатов, и, в общем, на любую часть экзамена мы пользовались вот этим планом. Первое, что мы делали, это брали под тему, например, история болезни по животу, и читали, и смотрели видео о том, что нужно конкретно спросить на истории болезни по животу. Не обязательно по болям в животе, просто по всему животу. И в целом запоминали, из каких частей состоит сбор истории болезни. Я как раз вот чуть раньше об этом говорила, то есть я и Андрей, мы старались в своей голове запомнить структуру вопросов, последовательность и вот так вот укладывали в своей голове эту схему. Особенно обращали внимание на то, чего раньше в нашей практике не делали. Вот, например, мы все знаем, что для того, чтобы полностью собрать историю болезни, нужно сначала спросить жалобы, которые есть сейчас, а дальше уже собираем анамнез всех заболеваний, если есть какие-то аллергии, если принимать какие-то лекарства. То есть тут все понятно. Ну вот, например, что надо было спрашивать: ICE, Ideas, Concerns и Expectations. Я прочитала первый раз в своей жизни, и мне надо было это запомнить. И после того, как я один раз про это прочитала, в каждой истории болезни я обязательно проговаривала этот ICE, для того, чтобы он у меня в голове отложился, и чтобы я даже не думала об этом, не думала о том, что надо не забыть спросить вот этот ICE. Просто он у меня на автоматически шел. После определенной части я всегда спрашивала Ideas, Concerns и Expectations. После того, как мы полностью изучили одну тему, мы начинали тренироваться друг на друге. То есть в один из разов Андрей был пациентом и экзаменатором. То есть он отвечал на мои вопросы и параллельно еще отмечал, какие вопросы я ему по истории болезни задала. А я, соответственно, была экзаменуемым. Потом мы менялись. И так вот и боли в животе, и вздутие живота,
и какие-то разные аспекты истории болезни по животу мы старались собрать полностью, чтобы каждый из нас по одной истории болезни сделал. После сбора истории болезни на этом портале еще есть вопросы. Мы их не сразу друг другу задавали. Сначала мы все-таки концентрировались на сборе истории болезни. Но затем, по мере прогресса, мы еще начали задавать друг другу вопросы после этой истории болезни для того, чтобы как бы уже более адаптироваться к экзамену. И вот такой подход, друзья, мы применяли ко всем аспектам этого экзамена. Например, интерпретация результатов, расшифровка ЭКГ. Сначала я расшифровываю ЭКГ, Андрей проверяет, потом Андрей проверяет, Андрей расшифровывает ЭКГ, я проверяю. То же самое на экстренную часть, на ABCDE. Сначала Андрей реанимирует, потом я реанимирую. И по моему мнению, именно такой подход нам позволил сдать этот экзамен на хороший балл с первого раза. Потому что мы, каждый из нас, абсолютно все проговаривали на английском языке вслух. Как в экзамене MCQ Part 1 важно нарешивание тестов, чем больше тестов вы прорешаете, тем будет лучше. Вот в НАК то же самое, только с проговариванием каждой части экзамена. Чем больше вслух вы проговорите всего, тем будет лучше. Здесь сразу возникает вопрос, а что же делать, если у вас нету второго человека, с кем можно тренироваться? Во-первых, друзья, не обязательно, чтобы этот человек был медик. Достаточно просто того, чтобы этот человек знал английский язык для того, чтобы вам помогать. Это первое. Второе. Если у вас все-таки нет такого человека, это не беда. На этом сайте есть функция AI, которая позволяет вам либо надиктовывать свои ответы, вот я вам сейчас ее показываю, либо впечатывать свои ответы, и дальше уже искусственный интеллект вас сам анализирует, отвечает он вам тоже сам, в зависимости от того, какую тему вы выбрали. Третий момент. Это то, что есть группы людей, которые готовятся к этому экзамену. Их довольно легко найти. Есть в Фейсбуке, в Инстаграме, есть также в Телеграме, в любых соцсетях, где хотите. Можно найти группу людей, которые готовятся в вашем городе к НАКу. Можете договориться с ними, встретиться и вот так вот друг с другом обсудить, поговорить на английском, потренироваться. Ну и на худой конец, друзья, проговаривайте вы вслух все, что знаете. Я, например, так и делала, когда мы с Андреем разделялись, и он занимался какими-то своими темами, я занималась своими. Чаще всего я просто брала и проговаривала это вслух для того, чтобы самой привыкнуть к своей английской речи. Также здесь еще быстренько хочу упомянуть одну деталь. На самом экзамене, когда вы что-то делаете, необходимо комментировать каждое ваше действие, то есть объяснять. Таким образом, когда вы будете говорить каждое свое действие, вы и пациенту даете понять, что сейчас с ним будет происходить, и экзаменатор будет вас слышать. Вот, например, пальпация живота. Сначала вы говорите, сейчас я буду делать поверхностную пальпацию живота. И делаете поверхностную пальпацию живота. Далее, когда вы переходите к глубокой, вы так и говорите. Дальше я буду переходить к глубокой пальпации живота. И делаете глубокую пальпацию живота. То есть прямо все, как они делают в видео Geeky Medics, вы делаете то же самое. Плюс, если вы какие-то находки у вас будут, вам экзаменатор о них скажет, вы также можете сразу прокомментировать эти находки, которые вы там нашли. И как раз еще про разговорную речь хочу немножечко упомянуть. Значит, при подготовке к этому экзамену я уже не делала такую ошибку, как в предыдущем экзамену. И все непонятные слова мне я сразу переводила и заучивала. И это очень помогло в дальнейшем раскрыть, так сказать, мою медицинскую английскую речь. То есть такие фразы, знаете, которые знают все, в том числе и пациенты. Vital signs, например, palpitations, еще какие-то такие слова. А также вместе с этим я еще учила некоторые фразы прямо из Geeky Medics, из видео, которые они используют. И учила то, как они реагируют на какие-то проблемы, которые им пациенты рассказывают. То есть как они проявляют эмпатию. Про тренировку на время. Конечно же, без нее никуда. Я опять на примере истории болезни расскажу, как мы тренировались на время, как подходили опять-таки к каждой части. Здесь тоже будет все стандарт. Так вот, в июне я собирала эту историю болезни за час. Но в августе постепенно пришли к тому, что начали тренироваться, и это, конечно, ускорило процесс. Какие этапы у нас были для тренировки на время? Значит, первый этап – это когда мы просто засекли время и посмотрели, за сколько мы собираем историю болезни. Я, собственно, так и узнала, что я собираю историю болезни за час. Плюс-минус час. Следующий этап – это когда проходило 11 минут, которые отводятся на каждую станцию. Мы засекали время, говорили человеку, что прошло 11 минут, но не останавливали сбор истории болезни, продолжали собирать.
То есть это делали мы для того, чтобы примерно в голове понимать, на каком этапе сбора истории болезни проходит 11 минут. Третий этап – это когда проходило 11 минут и сбор истории болезни мы заканчивали. То есть что успели спросить, то и успели спросить. И на основании этого уже после истории болезни задавали вопросы, которые были после каждой станции, старались ответить на вопросы. Там первый вопрос или второй вопрос чаще всего это «поставьте диагноз». Вот на основании того, что мы успели собрать за эти 11 минут, мы старались поставить диагноз. И четвертый этап – это, так сказать, этап ускорения. На этом этапе мы старались совместить несколько аспектов этого экзамена в один. То есть, например, сбор истории болезни, интерпретация там рентгена или ЭКГ или какого-то другого и обследование. Дальше лабораторная интерпретация и, допустим, физический осмотр. Ну, так много мы, конечно, всего не компоновали в одни 11 минут, но все равно старались как бы совместить несколько частей. И когда мы вот так совмещали части, выходило так, что у нас сбор истории болезни где-то 4-5 минут максимально занимал. И мне кажется, это было вот как раз оптимальное время для того, чтобы историю болезни собрать, и результаты интерпретировать, и еще и физический осмотр провести. И обязательно на физическом осмотре, опять-таки повторюсь, мы проговаривали все, что делаем. Например, там история болезни там, по болям шеи, и мы на физическом осмотре пальпировали шейные группы лимфатических узлов и каждую группу называли. Еще по поводу тренировки на время. Значит, в YouTube очень много видео я видела, которые говорят именно акцент делают на первую минуту, когда вы заходите там на станцию. И они говорят, что вот эту первую минуту можно очень быстро автоматически довести до того, что это будет занимать там, секунд 20. То есть зашли, поздоровались, помыли руки, представились, спросили согласия, проверили там имя пациента. Ну, то есть вот такие какие-то аспекты, которые вы можете уже на автомате говорить, и за эти баллы тоже надо бороться, потому что это минус там 1-2 балла, допустим, вот как Филипп Сантос тоже говорил в Инстаграме, я у него довольно часто видела, что забыли там поздороваться, это минус 1 балл, но это такой легкий балл, который вам нужно все-таки добрать. Поэтому мой совет как бы тоже, вот это первое приветствие, когда вы заходите в комнату, доведите его до автомата так, чтобы оно занимало у вас 20 секунд. По поводу Торонто Оски. Я вот тут показываю сайт, мы пользовались бесплатной версией, перед самым экзаменом прямо открывали вот так разделы и прогоняли себя вот по этим темам, как вы все видите, все ли мы помним, что надо еще спросить. Тоже, знаете, своего рода такой чек-лист перед экзаменом, самое то для быстрого повторения. В целом, друзья, что хочу сказать. Очень страшно было идти на экзамен и не знать, что конкретно там будет. Какая будет атмосфера, какая обстановка, как вообще там будет это все с экзаменаторами связано, с какими-то пациентами. В общем, было очень-очень страшно. На сайте МСС тоже не прямо много информации, знаете, конкретно про экзамен. Но что бы я, наверное, хотела сказать, это что каждой станции нужно подходить с чистой головой. Часто было у меня это чувство, что вот там вопрос не задала, тут вопрос не задала, и как бы нервная обстановка все равно была. Очень важно выдохнуть перед каждой станцией. Перед каждой станцией очистить голову, сосредоточиться на том, что от вас просят. И обязательно делать только то, что от вас просят на каждой станции. Не думать о предыдущих станциях, внимательно прочитать задание и смело идти, как будто вы все знаете. На этом хочу завершить это видео про подготовку к НАК ОСКИ. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я очень рада с вами пообщаться и ответить на какие-то дополнительные вопросы. В следующем видео я расскажу про то, как проходит сам день экзамена, про дресс-код, что очень обязательно на этот экзамен, не как на MCCQ Part 1, когда можно было в кроссовках и, знаете, в футболке прийти. И, соответственно, что можно взять с собой на сам экзамен. Спасибо за просмотр.